Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня такой необычный у нас формат. Я расскажу вам и покажу, как черенковала я гортензию зимой двумя способами. Я ее черенковала, конечно, немножко раньше, чтобы вам показать, в два этапа. Буду периодически видео прерывать и показывать, что было и что есть. А специально принесла гиацинт, проращивая, чтобы какие-то цветы были. Кстати, пахнет. И сходила в теплицу, нашла Skyfall гортензии, засохшие соцветия, и хочу вам показать. Соцветие Skyfall напоминает соцветие гиацинтов. Вот такие они, 4 лепестка удлиненной формы. Чтобы вы могли сами различать в питомнике, когда покупаете. Но это, конечно, надо уже цветущую гортензию покупать. Вот цветок гиацинта, а вот засохшее соцветие гортензии Skyfall. Но не все у нее, кстати, цветочки вот такой удлиненной формы. Иногда у нее попадаются и обычные. Вот. Не такие выраженные, скажем так. Не такие выраженные. Но общее сходство вот на этом кусочке вы видите. А вот для сравнения фантом гортензия. Видите, у нее какие цветы? Совершенно другие лепестки. Совершенно. Ну, это как просто лайфхак, бонус. А сейчас покажу вам, значит, как я черенковала первым способом гортензию. Это мы просто нарезали черенки на улице. Был теплый день у нас в этом году вообще аномальная зима такая. Так, сдвину. Сейчас прервусь, покажу вам, как я понарезала черенки, что для этого брала, а потом покажу результат, что спустя месяц у нас из этого получилось. Был солнечный январский денек. Вот это Vanilla Fries. Справа 2 кустика из моих черенков выросли. А вот это Limelight. Обратите на нее внимание. В начале видео она цветущая на первой фотографии. Штамп у нее 35 сантиметров. 3-й год ей. И вот такой получается букет на ножке. Буду ее сильно обрезать. Она много веток дала, мелкие соцветия у нее из-за этого получились. Внизу в ногах роза аспирин. Солнечный день, даже не похоже вообще, что и зима. После Нового года съемка, когда я черенки как раз нарезала. Вот это Vanilla Fries слева. А это нарезали черенки ивы. Иву можно брать Хакура Нишики, вот она, но я все веточки в компост выбросила. А это я нарезала с ивы Мацудана, извилистая ива. Иву совершенно любую можно брать. Вот так мы пришли домой и нарезаем черенки ивы и гортензий. Небольшие, сантиметров по 15. Иву можете потом укоренить. Растет очень быстро. Любая ива — это какое-то волшебство просто. Для чего, расскажу дальше. А вот это веточки гортензии. Я нарезала пинки-винки и лаймлайт, который я показывала. Нам надо череночек с 2 рядами почек. 1 и 2. Внизу оставляем сантиметра 3 и сверху сантиметра 2. И нарезаем. Сейчас фокусируется видео наше на такие череночки. Делим мы. Вот так.
веточки. Внизу сильно длинные не надо оставлять. Вот тут сантиметров 7 остался. Я его укорачиваю. Из нижней пары почек у нас пойдут корни, а из верхней пары почек у нас пойдут листики. Иногда и снизу тоже веточки идут. Вот тут 3 или 2 пары листика будет, тут 2. Первая пара почек и вторая пара почек. Это я провожу, показываю, как проверять, когда вот так просто веточки на подоконнике или где у вас уже лежат, как определить, где верх, где низ, чтобы правильно сориентироваться. А вот еще веточка, верхушка, где соцветие было, видите? Ее обязательно надо обрезать, именно где соцветия были, потому что оттуда почки никакие, ни зеленые, ни листики не пойдут. Я вам дальше покажу видео, как получилось, что я оставила только, наверное, даже этот черенок и укоренила, а сверху, где были цветы, соцветия, не пошли почки, получается, корни из земли у меня пошли. Более толстые веточки режем на черенки, а которые тоненькие веточки гортензии, их ставим на укоренение в емкость, в какую-то, в баночку или в стаканчик какой-то. Вот тоже 2 пары почек, и я отрезаю. Вот таких череночков мы нарезали. Укорачиваю еще раз. Внизу сильно длинный не надо, потому что получится, вам надо емкость глубокую для этого брать. Срезаем там, где соцветие было, выбрасываем его. Вот что у нас получилось. Вот эти веточки, повторяю, Pinky Winky и Lime Light. Теперь ножом я срезаю кору внизу, которая будет в земле. Раньше этого не делала, просто веточку макала в корневин. И вот это я проверяю, очень важный момент. Когда гладишь веточку мягко, идет рука, это вверх, а когда, если вниз проводишь, как спотыкается о почку, это низ. Чтобы вы определили, какой стороной заглублять веточку. Корневин можно остановить. Я тут ускорила запись, поэтому не успеваю говорить, чтобы у нас видео и так длинненькое получается. Макаем в корневин и заглубляем в землю. Можно досыпать, взять, если не налип тот корневин на веточку. Некоторые советуют веточку вначале макать череночек в воду, а потом в корневин. Ну, мне так не нравится, она мокрая тогда. Я лучше позже побрызгаю, немножко полью. Землю не утрамбовываем. Просто вот так вот я пошатала коробочку. Не надо прям зажимать, ужимать. Вот брызгаем теперь, поставили. Вода впитается. У нас субстрат, какой я беру. Я сейчас фотографию наверху поставлю, какую землю я беру, на основе верхового торфа. Закрываем крышечкой от бутылки с минеральной водой. Чем она хороша, такая, вместо пакетика какого-то или банки, можно крышку открутить от нее, и будет небольшой воздушный доступ, небольшой. Берем маркер несмываемый и подписываем обязательно сорт и число. 3 января 2023 года. Pinky Winky гортензия. Мне она очень нравится, у нее соцветия такие острые, красивые. Значит, прошел ровно месяц. У меня стояли в баночках, или вот я просто в бокал поставила. Сейчас, кстати, черенкую. Это у меня
клематис стоит. Видите, уже почки. Но это я неделю назад поставила. И вот тоже веточки ивы Мацудана. Значит, спустя месяц что у нас происходит? Ива Мацудана и вообще любая ива. У меня просто от Хакура Нишики не было веточки. Пускает корни буквально дня через 3. Вот такое огромное количество этих корней получается. Она пустила корни и стояла в той же и листики, кстати. У меня есть и с листиками она. Но сажать я уже ее, конечно, не буду, жалко. Ну пусть стоит. Я буду эти веточки переставлять в то, что черенкую. Это является природным укоренителем. В общем, стоит она вместе с другими веточками, и она их стимулирует, чтобы мы лишних каких-то не добавляли микроэлементов, удобрений, чтобы укоренение прошло хорошо. И вот что у нас получается. Спустя месяц, вот тут видно, 25-12 была черенкованная гортензия Мишка. Это полярный медведь. Вот что произошло. Значит, вот этот черенок у нас, вот этот, пустил из земли, но он был такой не очень удачный. Я нарезала, вот тут соцветия идут, я вам видео в предыдущем кусочке показывала. Не надо обрезать на черенки там, где было соцветие, его надо было вот тут вот так отрезать. Поэтому у этого черенка идут почки из земли. Вот эти два более удачные. Видите, тут 2 у нас пошло, а на этом черенке 3. Вот они так у меня стоят и стояли под лампой и накрытые вот такой крышечкой от бутылки. Вот так. Небольшой туда доступ воздуха был. Я открыла, через него брызгала туда, поливала, чтобы была небольшая вентиляция. Периодически брызгала и поливала через раз фитоспорином. Я вам рассказывала, когда и петунию я из семян высаживала. Вот, значит, первый способ у нас результат, чтобы не соврать, 100%. Нет, конечно, где-то 95%. Некоторые пока молчат у меня, черенки. Ну, может быть, вот так из земли пустят тоже. Все, накрываем так, периодически снимаем, брызгаем. Стоят под лампами 12 через 12, то есть 12 свет, 12 темнота. Температура плюс 20, выше у нас не бывает. Вчера я начеренковала уже большую партию и поставила в теплицу. Они там месяц примерно будут укореняться и стоять. Тут, в принципе, уже дело решенное. Через месяц, наверное, я их рассажу уже по своим, когда там оно более лучше укоренится, по своим горшочкам маленьким. А через 2 месяца, это будет конец марта, перенесу в теплицу. В это время уже достаточно тепло. Первый год, когда я черенковала, я вам показывала, лучше всего у меня получается ванила фрайс. Вот в этом году я больше количество начеренковала. Сейчас покажу вам в горшочке у меня Вимс Ред. Нет, Diamond Rouge. Я вот так вот прямо в горшок их сюда. Вот смотрите, что происходит у нас. Немножко ниже специально, чтобы им такая, не тепличка. Сверху я обычным файлом накрывала, подниму, побрызгаю и опять закрою.
и под лампами стояла. Скоро уже поставлю просто на окошко и буду чаще открывать их. И периодически брызгаю обычным пульверизатором. Ну, такой струей воды брызгаю. Не часто, потому что в первый год у меня всего туман создаю. А потом закрываю с небольшой такой дырочкой и все. И убираю. Пока мы дальше ничего с ними не делаем. Так, этот способ я вам показала. А сейчас покажу и расскажу второй способ, что было. Так, подоконник у нас, ладно, потом вытру. Значит, стояли у меня вот в такой примерно емкости, ну, в баночке. Баночку эту не буду показывать. С ивой вместе. Вот, кстати, ива и с листиками. Уже сажай, да выращивай новую мацудану. Никому не надо. Мне этих мацудан уже. Вот. Решила, значит, я вторым способом почеренковать гортензию. Я им уже пробовала, но у меня, честно говоря, не очень результат получился стопроцентный. Это даже не 90, половину. Прижилась, половину не прижилась. Я решила еще раз. Это я года 2 назад у девушки у одной видела. Она берет и нарезанные черенки гортензий тоненькие. Вот такие. Вот с этого, кстати, я уже забрала. Видите, почку оборванную. Вот. Стоят они в воде. Тоже с этой ивой мацуданой. Можно и тоненькие, и не тоненькие. А вот еще остался. И вот так постепенно пускает почку. Вот у меня еще один дозревает. Но это довольно толстенький. Я не знаю, чего я его поставила в баночку. Его можно было почеренковать. В основном я вот такие тонюсенькие. Пометочка у меня какой сорт. Вот тут наверху соцветие уже было. Думаю, ладно, не выбрасывать. Вот это в воде кусочек стоял. Попускала вот эти почки. Вот что получается. Вот такая почечка. И мы ее уже можем снимать отсюда. Снимать с пяточкой. Вот такой пяточкой. Выламываем просто листики и немножко отдревесневевшей вот этой пяточки. Вот я с другой стороны оборвала. С этой стороны уже нет, а с этой есть. И вот этих деточек мы ложим. Не закапывать, не прикапывать. А я сейчас и вот этот возьму. Наверное, оторву. Да. Вот тут получилось. Пяточку я благополучно обломала. Ну, посмотрим, как она приживется. В общем, вот вам второй способ. Раскладываем мы в какой-то горшочек или емкость. Опять я такой же укрываю. Посмотрим, как он приживется тут. Вот так они тут лежат. Побрызга не закапываю я. Смотрела разные варианты. Закапывать, не закапывать. Часть, когда их туда прямо сразу в грунт, они начинают загнивать, портиться. Скажем так. Ну, вот тут одним лучше, другим хуже. Вот это уже вообще раскучерявилась. По идее, она уже готова. Вон там, по-моему, уже и корни у нее. Точно. Ну, пусть еще немножко полежат. Так. Сейчас про вот такое черенкование почкой я видела из Белоруссии. Наталья, не помню я ее фамилия. Канал есть «Цветочная терапия». Вот. Она там за вот этот способ прямо пошагово
видео, рассказывает, как и что. Ну, в общем, тут все понятно. Вот они лежат, пускают корешки, и тогда мы их уже в землю. Земля у меня не утрамбованная вообще ни для петуний, ни для гортензий. Я просто горшок встряхиваю, тоже их побрызгать и закрыть. Ну, в общем, все более подробно, прямо там каждый день, наверное, видео она показывает, как что происходит. Это гортензия у меня Фрейс Мельба. Ну, это я как вариант такое черенкование делаю, потому что мне все-таки больше нравится, когда древесневевший черенок, во-первых, он как бы быстрее процесс идет, и он уже через пару месяцев готовый кустик. Тут получается как зеленое черенкование, черенкование почкой. Стебелек сам, видите, зелененький. Вот он будет нарастать, наверное, 2 ряда листиков, мы верхушку прищипнем, чтобы, ну или если хотите штамп, можно растить штамп. Я не знаю, я посмотрю, что буду делать, но я хотела вообще не про это сказать. Я хотела сказать, что у меня из-за того, что я поставила для укоренения черенки ивы в баночку, у меня все пошло не по плану. Вот эти длинные палочки, которые я для почки выращивала, они дали калюсь. Вот белое, видите, это самый маленький у меня вариант я оставила. А у всех остальных весь ствол обросший, поросший корнями. Вот так вот сверху донизу. Все вот прямо корешки такие. Вы видите, что получилось? Это из-за того, что ива стояла. Вот я вам про этот секретный способ и рассказывала. Это уже корни будущие. У меня все эти веточки дали корни. О какой почке тут может идти речь? Мне просто, вот допустим, этот же черенок. У него еще почек нету, а есть корни. Корни. На краю он тоже зачатки корней. В общем, сейчас я его тоже... Я их просто посадила. Вот вам показываю, что у меня получилось. Длинный, во-первых, такой. Снизу я оборвала эти почки. Их обычно 2 ряда получается почек. Ну, как у любого растения, 2 верхних ряда растет. Это Limelight. Limelight. У центрального входа у меня все. Она у меня через неделю уже в рост пошла. Вы смотрите, что с ней происходит. В общем, вот что произошло. Это из-за того, что укоренителем являлась ива Мацудана. У меня почти у всех веточек, которые я для почки проращивала, у меня, ну, тут сантиметров 25. Даже не знаю, что с ней делать. Наверное, короткий штамп какой-то сделаю или что. И таких у меня 2, честно говоря. Придется, наверное, объявление писать да продавать летом часть куда-то этих гортензий. Я не ожидала, конечно, что они вот так прям кустом. И как оказалось, это даже проще, чем вот эта палочка. Она как бы долговато нарастает. Вот сейчас покажу вам. У меня еще это мишка. А, я вам показывала. Это полярный медведь. Тут, да. Это полярный медведь. Ну, в общем, я там с полочки. У меня еще сорта 4 или 5. А я еще даже не начала обрезать гортензии. Вы представьте, что будет. Вот эти надо сейчас палочки посадить. Ну, в общем, вот такие 2 очень простые и эффективные способы. Вот этот второй, что у меня укоренились, они прям сразу корни пустили, я воткнула, и все, как бы, и растет.
Ну, про черенкование гортензии все. А сейчас хочу показать для тех, кто досмотрел. Помните, мы петунии. Через недельку сниму уже видео. Вот такая петунька у меня. Помните, мы сажали ее из семян. Росточки такие у нас. Малыши были. Вот она какая сейчас низкая емкость. Ее надо пикировать. Уже дней через 5 вторые листики начали появляться. А вот покажу петунью вчера, буквально позавчера, распикировала. Это из второй емкости, 10 штучек. Посадка тоже в 20-х числах декабря. Нет. А ну, я тут не подписала. Нет, чуть раньше. Не в 20-х числах. Если я вам 5 числа показывала посадку. А да, в 20-х числах декабря. Представляете? Как-то она у меня быстро нарастала. Ну, подрастет еще немножко. Мы верхушку прищипнем, чтобы она начала кустик образовывать. И что-то, я думаю, у меня будет дома заросли петуний и заросли гортензий. Ну, вот эти вот я посажу, конечно. Ну, судя по тому, что у меня уже одревесневевших с корнями полквартиры, меня скоро муж выгонит, то этот способ не очень, конечно, мне, наверное, он подходит. Нянчиться с ними, брызгать, смотреть. Ну, это я еще раз повторила ради интереса. Получится, не получится. Ну, вот такие дела. А вчера еще выбирала розы в ноги посадить, вот той плетистой. Помните, я возле рододендронов вам показывала. Просидела на сайте, хотела какую-то сиреневую. Пролистала все предложения, каталоги и пришла к выводу, что лучше Love Song не может и быть речи. Пошла, начеренковала, 5 нарезала розочек и укоренила. Ну, поставила таким же способом. Вырастет, туда посажу. Будет корни собственные розочки. Все у вас получится. Надо только не бояться. Главное в гортензиях и во всех черенках, и в петуньях, и во всем не засушить и не перелить. Вот надо следить. Пальчиком сухим только обязательно пробуйте, потому что все смеси с торфом, они быстро высыхают. Пересыхает верхний слой. Побрызгать сильно или чуть-чуть полить. Ну все, удачи, у вас все получится. И я вам рассказываю вот этот способ с ивой. Это вообще что-то уникальное у меня в этом году получилось. До встречи на моем канале. Всего хорошего.